Это музей с интересной историей. Как раз хочется очень в туалет. Можно более детально. Какашка. Какущая принцесса. Какашка как настоящая. Друг, собачка что пьет? Здесь есть ритуал. Потереть какашку надо. Это к деньгам. Сейчас как раз нет работы. Потрем. Мерзость, конечно, но богатство должно прийти в деревне. Как назывался? Улун. На острове Улундо. Деревня там. Такие деревнях туалеты были. Вообще вот так голые отправляли соседям. Голыми? Да. Прям голыми, оказывается, даже отправляли. Это в Риме написано, общественный туалет такой. Буквально все вместе сидят. Умывальник. А этот справа Корей. Это который мы видели. Все в Корее. 641 год. Но мы на улице только что видели. Сенсорный пук. Давайте канал делаем Бартон. Видите, вот здесь певица живет. Айю. Аю? И актрисы. Бассейн. Это спортзал, все есть внутри. Гольф. Зал. Сколько тут стоит? Через мост можно переходить в другое здание. Сколько квартира стоит? Ну, точно не помню. 35억. Более 35억. От 3 миллионов долларов? Да. Сколько квадратных метров? Небольшой. Нет свободного места. Здесь для инвалидов. Туда ставить нельзя, $100 штраф. Так. Интересный музей. У него история интересная. О, смотри, первый раз уже хорошо так катаешься. Молодец. Как раз хочется очень в туалет. Вон в виде унитаза. Потом сверху посмотрим. Музей абсолютно бесплатный. Музей, в который мы приехали, называется Хэудже. Название происходит от старого слова туалет, хэусо,
что означало дословно «место для снятия беспокойства». Последний слог заменен был на первые буквы имени основателя Че. Симджедок – это основатель, вот стоит ему памятник по прозвищу Мистер Туалет, поэтому на здании написано Мистер Туалет. Родился он в январе 1939 года, случайно был рожден в туалете. Вышел из бедности и был очень успешным во всех сферах, за которые не брался. В 1999 году основал Всемирную туалетную ассоциацию, ВТА, частную международную организацию, которая занимается туалетами на международной арене, с намерением пропагандировать в остальном мире. Был пионером движения за красивую туалетную культуру, отчасти благодаря ему в корейских общественных туалетах чисто играет музыка. В 2007 году, узнав о тяжелой болезни, рак простаты, снес свой дом, в котором прожил 30 лет, и построил новый дом мистера Туалета, где в январе 2009 года ушел из жизни. В 2015 году сооружение вошло в список книги рекордов Гиннесса как самая большая постройка в мире в форме унитаза. Ну, это информация вкратце. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Березы тоже. Здесь уже начало. Тут история такая вот. В древности корейцы ходили вот в такие вот горшки. Это для по-маленькому, для мужчин. Какашка. Сам музей зайдем попозже и сверху постараюсь зайти. Там есть обзорные, подняться, посмотреть. Какущая принцесса. Это черные поросята. Это камень с острова Чеджудо. Чеджудо — это остров, который в ЮНЕСКО включен. Вулканического происхождения. Там находится вторая по высоте гора в Корее — Халасан. В общем, из этого камня строили дома и такие заборы. И там известный такой черный поросенок. Его там разводят. В общем, и в таких загонах. Ну, в этот музей очень хорошо приехать с детьми, у кого есть дети. Это сзади рис, да? Рис очищали, такая вот соломенная это. А здесь в древности в Корее, кажется, дети, которые писались в кровать, уже достаточно взрослые, их таким образом наказывали, давали вот такую посудину и к соседям отправляли просить соль. Вот. Если он ночью пописал, то он уже знал, что сейчас надо, ну, родители давали вот эту посуду, типа, иди к соседям просить соль. Ходили только высокопоставленные короли, высокопоставленные люди, там даже букашка на какашке ползает. Какашка как настоящая прям. Ага. Да нет, смотри. Друг, собачка что пьет. Здесь есть ритуал. Потереть какашку надо. Это к деньгам. Сейчас как раз нет работы. Потрем. Мерзость, конечно, но богатство должно прийти. Кровать тоже потрем. Да не, иди сюда. Вообще в Корее много таких забавных музейчиков есть.
На камеру запрещено говорить в ютубе. Но есть музей всякий сексуальный. Такие туалеты соломенные были. В деревне. Как назывался? Улун. А, на острове Улундо. Деревня. Такие в деревнях туалеты были. Но я ходил в деревянный. Вообще вот так голые отправляли соседям. Голыми? Да. Прям голыми, оказывается, даже отправляли. Мальчик писался. Представляете, какое наказание? Пойдешь соль просить? Смотри, белка. Это в Корее самый первый общественный туалет. 진짜 옛날 건데? 도저히 написано. Знаете, когда было? Писающий мальчик не работает. Коронавирус. Сам по бронированию только температура меряет. 네, 체크하겠습니다. Попапками нельзя, бегать нельзя. Напитки, если вы с напитками, вот сюда их надо поставить, или потом, когда выходить будете, собираете. Вот мы сейчас находимся здесь. Это Чосон, который мы видели. Это король Луи XIV во Франции использовал такой. Корейский. Это корейская. Горшок такой. Китайский. Чайный. Японский. Европейский, западный. Ну да. У меня был простой металлический. Да, у меня железный такой был садик и горшок. Холодный такой, помню, садишься и прям. Корейский горшок. Русский горшок. Что современный. 이것도 마이너스네. 이거 찜질하는 거. 이거 뭐야? 체중이 아주 잘하고 있는데? 이런 것도 다 돼. 아 진짜? 이런 것도 다 돼. 야 점점 이거 빨라지고 있는데? 엄마! 아니 이번에 900밖에 안 됐잖아. 아까 2000도 넘어놓거든. 괜찮아? 900도 엄청 잘하고. Сонгом успех. Это в Риме написано, общественный туалет такой. Буквально все вместе сидят. Умывальник. А этот справа Корея. А, это который мы видели. 얼마나 Все 옛날? в Корее. 641 год. Ну мы на улице только что видели. 아 검정색 동을 누르면 점수가 바뀐다. 검정 동을 누르면. Тут вообще даже двери 아 이제 нет. 알겠다. Короче, 이거? сумочка не нужна тебе? С 아, какашкой. 진짜 검정 동 누르면 점수가 바뀌어. 나 아까 핑크색 동이 Копилка. 서 있는 동만 눌러. 색깔도? Копилка. Сейчас посмотрим. Всякие приметы здесь, гадания.
Сенсорный пук. Вот, опа, давай. Какашки лови, какашки. Лови. Какая, оп. Да, ему сенсор не достал. Кухня. Что-то здесь зал как-то поменяли. Раньше здесь что-то по-другому все было. Дети тут поделки делаются. Делали. Все поменяли, здесь раньше интереснее было. Такой музей, порисовать можно. Ты в туалет не хочешь? А? Нет? Сейчас зайдем, здесь рядом центр построили, там есть обзорные наверху. И там для детей какие-то игры, и сам туалет. Короче, закрыт. Вот он, вирус написано, из-за вируса. Жалко. Надо было позвонить, прежде чем ехать. Ну ничего страшного там. Ничего уж прям такого сверхъестественного. Единственное, что обзорные. И ребенку поиграть там. Недалеко находится крепость Хвасон, ЮНЕСКО. Едем туда.